Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Тауматург. Я узнала из комментариев, я почему-то про это вообще не подумала сама, что когда мы выбираем варианты ответов с нашими, как они называются? Короче, на данный момент гордыня у нас, да? А я часто выбираю ответы гордыни, то, типа, возможно, будет такое, что потом я не смогу выбирать другие ответы, типа, если я буду слишком часто использовать гордыню. Но при этом, короче, прикол в том, что ответы гордыни мне реально нравятся, типа, они, очевидно, гордые. Да, прикольно. Окей. Что тут? Найти способ выбраться из котла. Я сейчас только закончила проходить Call of the Sea. Поэтому я немножко могу тупить после финала, и я просто еще после игр часто раздумываю над их концом, поэтому извините, если вдруг такое случилось. Смотреть, короче. Пистолетные патроны. Патроны, которые посыпались из-под дамского платья прямо на тротуар. Маленькие патроны вмещают большие чувства. Надежда им предстояло послужить правому делу. Страх в эти трудные времена, он находит дорогу даже в самые стойкие сердца. И решимость, спутница отваги, без которой не взглянуть в глаза реальности. Каждая пуля была укромно припрятана в складках белья, как в прошлый раз, и раз до этого. Обычное дело для тех, кто рискует подобным образом. Явная метка Ванда. А еще, так как я вкачала все вот эти ранний разум, одеяния, вот эти вот, да, с их помощью я теперь могу смотреть на всякие штуки, которые собираю, потому что раньше некоторые из них были как бы закрыты. Я сейчас, наверное, не могу этого ничего посмотреть. Окей, ну ладно. А что ты говоришь, что у тебя тут? Давай почитаем. Ой, нарисовано так красиво. Я буду восхищаться, наверное, этими рисунками каждый раз, но мне просто нравится. Ванда. Во время речи царя со мной познакомилась смелая девушка. Представилась Вандой. Она пыталась пронести патроны в чулках, причем не в первый раз. Любопытно. А тут написано, типа... Ой, верните. Георгий Антонович Скалон. Назначенный царем новый варшавский генерал-губернатор. Люди его недолюбливают. В первую очередь он распорядился подавить революционный террор, устроив еще более жестокий террор, но с разрушением власти. И добром это не кончится. Император Николай II. Да, логично. Николай Александрович Романов, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, решил навестить Варшаву вместе с семьей. Вот только Варшава ему не рада. Я такая сейчас... Тут еще единичка была, нет? Нет. Ну ладно. Ты кто? Вам кажется, что разодоривать людей и пускать их под пули в штыки хорошая идея? А что ты предлагаешь? Встать на колени и русским жопы целовать? Ни в коем случае. Я не хотел, чтобы простой народ ввязывался в драку. Они не ждут, что мы нападем первыми. Сколько с нами человек? Посмотрим. Нифига, ты посвистел, сразу все услышали? Беззвучно, главное, посвистел почти. I'm sorry, я не собиралась никакой бой начинать. Извините. Окей? Или что? Ладно. Окей. Переключение между персонажами и салюторами. Чтобы лучше планировать атаки, вы можете посмотреть, что делают ваши навыки салютера, прежде чем их выбирать. Вы можете в любое время призвать другого салютера. Зеленый контур на значке салютера означает, что он будет особенно эффективен против выбранного врага. Над салютером указана причина, по которой он полезен в данный момент. А покажи как. Рекомендовано упырь. Лишение концентрации подействует на этого врага эффективнее. Он специализируется на навыках нападения, которые насылают различные состояния и идеально подходят для добивания тяжелораненых врагов. Окей, пускай будет этот. Что ты можешь сделать ему? Снижает концентрацию. Давай снизим концентрацию ему, давай.
Блин. Я ему снижу концентрацию, короче. Скоро получат подкрепление. Какое подкрепление? Приехали. Зачем подкрепление? Я даже не осмотрела все место. Подожди. Мне, наверное, сначала надо было это все осмотреть. Да? Ну, да, наверное, так и есть. Короче, снизим концентрацию. Старая рана. Ох, старая, хорош. Я не хочу подкрепления. Я не хочу вообще сейчас этим заниматься. Мне надо было осмотреть местность, пожалуйста, блин. Хорошо, запоминаем на будущее. Сначала мы все осматриваем, потом мы со всеми разговариваем. Наносит урон, снижает... О, ты будешь его... На всех врагов насылает состояние. Давай. А я вот этому дам рану тоже. Ой, красивый какой. 126, хорош. Чел наконец-то решил вмешаться. Спасибо. Антон стоял все это время. -1. Наносит урон. Чем меньше очки здоровья у врага, тем быстрее навык не подходит. Кровавая свадьба. Наносит урон. Урон от этого навыка повышается на 8 за каждого нового врага в состоянии мучения. Тоже не очень. Если у врага 50% очки здоровья или меньше, этот навык насылает дополнительное состояние. Ну, тоже так себе. Наносит урон и восстанавливает мне хп. А давай. И я тоже давай. Наносит урон, позволяет прервать запланированное врагом действие с вероятностью 50%. Противодействие? Блин, а прикольная штука, я хочу использовать. Спасибо, что отхилил меня. Хорош. Что-то 50% не... срок. Он просто скончился. Оружие убрал. Оружие убрал. Черты. Враги могут обладать определенной чертой, которая делает их невосприимчивыми к атакам. Черты, связанные с гранями тауматургии, их можно на время убрать. Убирание. Чтобы убрать черту, натравите на врага салютера, принадлежащего к той же грани, что и черта. Если вам не достает силы грани, вы можете истощать концентрацию противника, выполнить сильную атаку. Ах ты шля! Как тебя посмотреть? Ты кто у нас? Ой, боже, я неправильно прочитала. Окей. Ладно. О, вот. Сопротивление. Черта снижает получаемый урон на 80. Атаковать упырем, чтобы убрать. Упырь, ты будешь атаковать его сейчас. Причем желательно сразу, а в этом раунде ты не можешь это возьмать. Враг не подавлен. А если враг будет подавлен, ты можешь его... Подави этого врага. Минус черта. Еще минус черта. А давай ты... давай его. Подожди, враг не подавлен. Давай. А ну-ка. Перфекционизм на 6 раундов. Все атаки наносят врагу максимально возможный урон. Хорош. Хиль меня. Туда его, туда его. О, хорош, туда его.
Ай! Нифига ты шмальнул, так нечестно. Сопротивление убрано навсегда, это, конечно, хорошо. Но что значит двоечка? С вероятностью 50%. Что значит двоечка? Давай берем, пофиг. О, хорош. Изи. Изи. В смысле, арестовать? Не надо меня арестовывать. Ну ладно, фигово. Меня арестуют. Ну да, в принципе. У меня забрали гримуар и револьвер. Имя. Шульский. Виктор. Что? Ты из тех самых шульских? Да. Соболезную. Теперь в профиль. Благодарю. Да уж, спасибо большое. Блин, почему я не осмотрела? Я всегда буду об этом жалеть теперь всю свою жизнь. Ты чего в ведро ссышь, мудила? А куда еще? Срать в ведро, ссать на стену. И лучше не забывай, опорожнять ведро будем только завтра. О, можно позвонить? Офигенно. Просто невероятно. Хорош, туда их. Да. Финово получилось. Ну, интересно, у меня был другой вариант? Наверное, был. Так. У меня есть один навык. А можно я посмотрю, что здесь вообще происходит? Мне целесообразно вкачивать все. Ну, типа, реально. Если я буду пользоваться не одним салютором, а я не буду пользоваться не одним салютором, то это... Ух ты ж, ёпарасоте. Ага. Ладно, посмотрим, что это. Это я вкачала, что это. Это я не могу еще вкачать, поэтому нет прилив адреналина. Повышает наносимый урон на 50. Так, окей, это что? Связь жестокости. Повышает урон следующей атаки салютора на 50. О, позволяет замедлить действие врага с вероятностью 60%. Вместо того, чтобы получить урон, вы теряете концентрацию в пропорции 1 к 4. Угу. Я бы, наверное, вообще вот это вкачала. Цена 2, понятно. Да, вот это бы я вкачала или вот это. Замедлить врага, это хорошо. Замедлить врага, это хорошо, но... Я бы, наверное, вот это вкачала. Улучшение, зверство. Повышает урон следующей атаки салютора на 50. Противодействие, сильная атака. Нет, подожди, вернее, это в противодействие поставлю вообще. А я не могу поставить или что? Почему я не могу поставить это в противодействие? Окей. Окей, ладно. Сесть? Я не буду пока садиться, я иду смотреть, что это. Прочесть. Прочесть я это не могу, как видишь. О, революционные листовки. Братья, 11-часовой. Это мы, кстати, уже читали. Это мы читали. Тут говорить. Мы поговорим. Общаемся, может. Че пялишься, кидала? Что если кидала? Не понимаю, что это означает. Хорош пищать. Первый раз у нас прояви уважение, если не знаешь, на кого варежку разинул. Смотри. Ваше решение закрыли этот путь. Это потому, что я выбирала свою гордыню, да? Гордо признать, что подрались с русскими солдатами. Блин.
Мне... Мое решение закрыли этот путь. Что значит? Сказать, что... Ну, я не виновна по факту. For being innocent. Я ни в чем не виноват. Same as all of us. Мы тоже. Well, are you from somebody? Ну так чего? Кто тебя прислал? Спросить, кто их What прислал? about you guys? А вы? Sonny, I've Я, still been парниш, running the занимаюсь protection рэкетом на racket базаре with Crook Ружицкого and the вместе с Ruzhitsky Крюком. Bazaar. Батя мой на него My dad работал. used to work for him. But that was back in Но the это давно day. было. Вообще Apart стараюсь from жить по that, I закону, stay разве что straight. кацапа I гоняю, only если hassle поддам the немного. Ruskies when I get a little loaded. And I'm with the ship. А я с пиками. Bullshit. Какие еще You к ain't чертям with the пики? ships. Я этих парней Don't you знаю, go ничего talking про crap них, about the нечего про ships, них 'cause пургу I нести. know 'em. You better give a Лучше fuller поясни-ка за explanation, базар, 'cause да I lose поскорее, а то я respect быстро в real людях quick. разочаровываюсь. I'm sensitive А with мне-то folks like чё? that. Who you from? Ты от кого? I don't really get Не what понял you're вопрос, asking. если честно. Good thing you're asking, Хорошо, not что just ты running вопросы your задаешь, а не mouth, языком like чешешь, как some некоторые. people. The question Вопрос в is, том, есть ли у тебя you крыша got в a городе. backer in town? С кем-нибудь You set up with закорешился? somebody? Do you work Работаешь for на somebody? кого-нибудь? Я не хочу говорить каждому встречному, что я тауматург. Типа, My name's меня зовут Viktor Виктор Шульский, Шульский. and I Работаю work сам on на my себя. own behalf. All right. Ладно, Respect. уважуха. First of all, Во-первых, я тауматург. Ну, found неважно, он сам за меня это скажет. Now them I got Вот respect таких я for. уважаю. Знаю I know одного one еврея, really тоже колдун, decent в Jew Повисле from живет. Povishla, who's a wizard too. how about you? А ты You что, got а ты foreskin что, or what? обрезанный? Is my А тебе foreskin any of какое, your блядь, fucking дело? business? Well, no. Да I не, was я just- просто... Schmuck. But you don't look like much of a А ты Warsaw что, на lad. варшавика не похож. You should not judge a Не book стоит by its судить cover. книгу по обложке. A tough guy, О, суровый like a какой, real сразу видно Warsaw варшавяк. I was born here. Я здесь Now родился, I've come вот home. приехал домой. lad. Welcome to Warsaw. Приветствуем в Варшаве тогда. Супер, прекрасно. А теперь, походу, мне сюда только. Пялиться некрасиво. Я не пялюсь, вообще-то. Стратегом я вас назвать не могу. You got away from the С вокзала мы station, so выбрались, так что цель можно считать theoretically, достигнутой. where did you Вижу чувство юмора все еще при вас. Полагаю, вы в подобном месте не впервые. You'd better tell me Мне if нужно you знать, managed to get rid избавились of ли your вы от ammunition. патронов. Конечно, иначе меня бы сразу закрыли в цитадели. Должна признать, вы отлично отвлекли Кацапа. Она You're welcome. не стоит благодарности. Ну да ладно. Что ж такого бородатый красавчик делает в этой дыре? We've got a little У time to нас kill. есть немного Maybe now you свободного can tell me времени. more Может, about расскажете о yourself. себе? You seem to know your Вы way неплохо around this ориентируетесь. city. Часто здесь You've been бываете? here often? Сочту это за комплимент. Да, бывает. Есть великая цель того... Если великая цель того требует. Великая цель. Скажем так, я знаю кое-кого, кому поляки вроде вас точно пригодятся. Dealers in stolen Торговцы Dutch краденой голландской помадой. Любитель. Любители пончиков. Они познакомились в кафе Берка Ротбельца. pomade. What exactly Чем do занимаются your ваши friends друзья? С радостью расскажу. За чашечкой кофе с пончиками. do? I'm afraid all Боюсь, у these этих crews придурков might в have more мундирах к вам questions много than to вопросов. keep you Стало быть, вы here здесь longer. надолго. Тогда вы упустите не только выпечку, но и приключения во имя великой цели. Шулский, Ты здесь, похоже, тоже надолго не задержишься. Новая встреча. Бесстрашная Ванда, контрабандистка патронов, предложила встретиться у Берка Ротблица. Хорош. Хорош, я за. Женщина с панталонами, полными патронов, которую я встретил во время склона демонстрантов. Она явно не впервые занималась подобной контрабандой, но в этот раз подвязка, увы, не выдержала, и пули высыпались на землю. Быть может, судьба еще сведет нас вместе за пончиками с повидлом у Берка Ротблица. Рожь. Рожь. Шулский, this yours? Это твое? That's right. Да. Then take it and Забирай и get вали out of отсюда. here. А я хочу спросить, почему. Can I ask why the Можно sudden узнать, change почему of вы plans? передумали? Кого-то Anyone I стоит should поблагодарить?
If he wants to, Сам he'll расскажет, tell you если захочет. himself. Thank you. Благодарю. Блин, він такий вічливий. И типа прям такой вообще, знаешь, я забыла слово. Да. Уважительно общается, короче, вот даже несмотря на ситуацию. Погоди-ка, дай на тебя поглядеть. Посмотри, ради бога. Так. Записка. Рекомендуется отказывать в наборе в ряды жандармов следующим слоям населения: лицам, подозреваемым в нарушении порядка, евреям, тауматургам. Отклонение от данной рекомендации возможно только при надлежащем обосновании. Ясно. Ясно. Да не очень-то и хотелось, правда. Слишком стар для этого дерьма. Это я. Это я, когда всегда. Личное дело Ванды. Думаю, эта девушка здесь не первый раз. А я могу почитать? А им все равно, что я тут хожу и их записки читаю. Личное дело Виктора. На меня тоже личное дело завели. Его прикол. Приколисты, капец. Реально. Объявление о розыске. Это, по-моему, другой. Вниманию всех начальников полицейских управлений Варшавы разыскивается Абауриций Неджец, лидер банды Пики. А, нет, это тот же. Просто высокий, дополнительные глаза выражают крайнюю степень гнева. Да. Абауриций, если это тот самый Абауриций, награда не поможет. Их разыскивает полиция. Мария Буркова, 54 года, проживает в Варшаве, район Старая Прага, обвиняется в соучастии в краже голландской помады на сумму 2000 рублей. Разыскивается. Приметы: маленький рост, темные волосы, маленькие глаза каштанового цвета, 3 шрама на правой ноге. Варшава, 3 августа. Так, Евщук Мезариуш отбывал наказание в тюрьме на улице Дельной, сбежал из госпиталя на улице Покорной, где 2 августа проходил лечение. Приметы: высокий рост, худощавый, темноволосый, маленькое круглое лицо, маленькие глаза черного цвета, маленький плоский нос, 19 лет. Найдорф Исаак, 18 лет, сын Лейбуса, ранее проживал в Минске Мазовецком по улице Луцкой. Обвиняется в краже домашней птицы, скрылся в неизвестном направлении 14 августа. Окей. Теперь я буду это знать. Я просто хожу в поисках фоточек, я хотела сказать. В поисках того, что я могу взять, прочитать, посмотреть. Приказы. Необходимо усилить охрану города на время визита его императорского величества. Постановляю число патрулей удвоить. Постановляю начальникам полицейских управлений Варшавы постановление исполнить незамедлительно, неразборчивая подпись. Опыт. Мне ж капает за это опыт, точняк. Это же супер важно, поэтому я не просто занимаюсь фигней, бегая и читая записки, я накапливаю опыт. Так. Да. Некролог Станислава. Станислав Шульцкий, высокоуважаемый гражданин, тауматург, благотворитель, предприниматель, отец и муж. Скоропостижно скончался 31 августа на 64-м году жизни. Церемония отпевания души усопшего состоится в субботу, 7 сентября в 11 часу утра в костеле святого Карла Баромео, куда дочь усопшего приглашает всех родственников, друзей и знакомых. Они видели нас насквозь. Вау. Даже к тетушке Едвиге заглянуть не выйдет. Так, что тут вообще происходит? Повонский. Мраморные мавзолеи, резные скульптуры, скорбные стихи и обилие помпезных венков. И все же мертвецов богачами не назовешь. Ведь самый ценный ресурс человека — это время. Свечи медленно тают, иногда у надгробных камней появляются свежие цветы, словно насмешка над этим храмом формы без содержания. Давным-давно княгиня Чарторийская открыла здесь прекрасный сад, где благородные дамы танцевали в греческих платьях среди вековых деревьев. Теперь заливистый смех сменился плачем. Мне кажется, Повонский олицетворяет историю всей Варшавы. У меня еще одно. Ух ты, прикольно, блин. Они-то копятся неплохо так. Агония. Этот навык насылает дополнительное состояние на случайного врага. Давай вот это.
Куда я его могу надеть? Сюда могу? Почему не могу? Почему? Типа... Я поняла, это не то, сколько... Блин, я только врубилась, окей. Стой, бери. Так, мучение. Я не могу никуда поставить счастливый шанс пока что. У меня не хватает ячеек. Ладно, окей, пока не буду его ставить никуда, логично. Отправиться на кладбище на похороны. Это хорошо, только да, я сначала похожу. Я, может... Карту, может, вообще глянуть? Ой, ёпрст. Где я? Да, где я? А вот я. Заперто, 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 все заперто. Я могу экипаж, трамвайная остановка, экипаж, остановка. Короче, тут все заперто. Полицейское управление, отель, апартаменты. Мне в отеле очевидно. А вот если я хочу найти что-нибудь почитать. Брошюра с пропагандой. Источные каналы Варшавы как инструмент в руках иудаизма и шарлатанов по уничтожению польского земледелия и истреблению славян на побережье Вислы. О полной безвредности для человека отходов жизнедеятельности свидетельствует крепкое здоровье рабочих, в особенности уборщиков отхожих мест, а также рабочих пригородных хозяйств, которые пользуются удобрениями даже в периоды эпидемических заболеваний. Так откуда ползут баки прозлотворных микробов, если не из пустых голов всевозможных горе-писак и больных умов недоброжелателей? Посреди навоза и сена меж скота и простодушного люда снизошла на человечество вечная мудрость, на человечество, погрязшее в доктринах и теориях чистого разума, в образах и концепциях капитализма, в сумасбродстве и махинациях жидов. Повела она знаками внеземных королей и мудрецов под соломенную крышу Вифлеема, дабы приветствовали будущего спасителя мира. О, май гад, прикольно. Так, ну тут все закрыто, я так пробегусь, да? Ну в принципе мне туда идти. Камера так сама поворачивается, прикольно. Окей, все, сюда не могу пройтись. Да, я буду щелкать каждую секунду, и шо? Класс. Тыц. Прикольно так щелкается, капец. Ну, пойдем по заданию. О, вижу что-то. Бальная книжка. Карнавальный бал в публичном казино. До полуночи. Полонез. Вальс. Кадриль. Не так, я это не буду читать. После полуночи. Ага. Окей. Ты хочешь, чтобы поехать, да? Ты хочешь поехать? А где я? Я вот. Я могу поехать, типа, вот на вот этом экипаже, да, наверное, я могу поехать. Мне на кладбище. Я понимаю это. Я просто думала о том, что... Так, я здесь. О том, что там открыто есть... Как это называется? Гостиница. И, может быть... Там есть какое-то доп. Задание или типа того, раз она просто открыта, отель, то есть апартаменты. Вот это, наверное, мое вообще. Мне, короче, вперед, направо, а потом еще раз направо. Ну вот сейчас тоже. Сюда, и тут будет этот отель. Я просто хочу сбегать проверить. Я не могу сюда зайти. Апартаменты? Тоже не могу, наверное. Ну ладно, пошли к экипажу. Остановочку я могу проехать? Хочу проехаться. Да, давай поедем. Мементо море. Угу. Т-поза. Я видела Т-позу.
Так, что тут у нас? Заперто, экипаж, фамильный мавзолей. Окей. Рекламная листовка. Мужской портной Рох Добрудский. Заказы любой сложности, самые низкие расценки, изящно, аккуратно, со вкусом от первого до последнего стежка. Улица Пружная, 11, вход с улицы. Не умничай, падла, там кто-то сказал. Сказала, хз. О, вижу, что тут написано. А мне туда и надо. Окей. Похоронная клипсидра. Светлой памяти Франтишека Хельмантеля, скончавшегося после непродолжительной, но болезненной агонии, принявшей причастие 18 августа в возрасте 65 лет. Семья усопшего приглашает всех родственников и друзей на панихиду, которая пройдет в костеле Святой Анны в Краковском предместье 25 августа в 11 часов утра, по завершении которой тело усопшего будет помещено в фамильную гробницу на Повозанском кладбище. Объявление для прихожан. Суббота 7. Бативная месса во имя Девы Марии и Розарии за братьев наших и сестер Содружества Святой Розарии. 9. Священная месса после чтения литании, лоретта и молитва за обращение грешников. Окей. Там кто-то что-то за тауматурга говорил. Слушай. Окей. Я думала... Мне сейчас показалось, что у меня запись не идет. Я думала, что у меня сейчас случится припадок. Правда. Некролог Станислава. Станислав Шульский, высоко... да, это мы читали в другом месте. Hello? Гробница. Здесь спит Ян Хмелец, приятель наш верный, дух, испустивший в году 1891, чем нынче есть под землю осела, кем раньше был, не ваше дело. Лучше эпифатии не придумать. Реально. Реально, огонь. Я хочу такую себе, если... И вообще я хочу кремацию, и может быть там тогда... Ладно. Неважно. Забудем, давайте опустим эту тему, да? Я не собиралась этого говорить. О, вижу что-то еще. Гробница. Покойся с миром Мария Весновская, артистка польской сцены. 23 декабря, 1 июля. Моей любимой дочери, скорбящая мать. Белая роза на могиле, значит, та печальная история любви не вымысел. О. Да, я вижу, куда ты хочешь идти, но я хочу пройтись почитать. Гробница. Граф. Карл. Мария. Здесь покоится та, что разбила сердце Норвида. Хожу по кладбищу. Посмотрю, так сказать. Сюда ты зайти не можешь? Ну, окей. Господин Шульский, на минуту. Минута будет, когда я осмотрю все, что я хочу осмотреть. Что это? Давай поговорим. Ладно, ты кто? Думаю, вы меня не помните. Моя фамилия Хаят. Мордехай Хаят. Хотелось бы выразить вам соболезнования. Благодарю. Простите за любопытство, но мне известно, что господин Шульский принимал нитроглицерин из-за сердечного недуга. Вы не знаете, что послужило причиной смерти? Сердца? О боже. Пошутить, что у вашего отца не было сердца. Я не буду это сейчас использовать, короче. Потому что, есть ситуации, где это менее уместно, хотя мне и нравятся ответы Гордыни, но сейчас это можно не использовать. Спросить, почему это его интересует, сказать, что вы не знаете причину смерти отца. Давай спросим, почему вам так интересно, от чего умер мой отец? Прошу прощения, не хотел, простите. Не буду вам мешать, вы наверняка хотите попрощаться с отцом. Ты не ответил на вопрос. Ты не ответил на мой вопрос. Чему тебе это нужно? Чем тебе эта информация? Привет. Тебе бы под арест отправить, Тауматург. Тебя оно как волнует? Я закон не нарушал. В чем проблема? Я тебя тоже едва узнал.
You still haven't figured Ты так и не out who понял, I кто я am? такой? В целом Don't be неудивительно. surprised. Последний раз мы с тобой The виделись last time 20 we кило saw тому one назад. another was 20 kilos ago. Понятно. Uncle Voronin? Дядюшка? I will not Не keep стану you. тебя задерживать. That Лидия, guy's небось, там одна со probably стервятниками, alone что back кружат there, над among those Стасиком. vultures circling Stasio. I'm sure Уверен, she'll be она glad будет тебе to рада. see you. Ступай, потом Go поговорим. on. We'll talk later. Новая запись, кстати. Подожди, новая запись. Сестренка. Виктор, Виктор. О, сестра, привет. I'm so glad you Как я рада came. тебя видеть. Не знала, дошла ли до тебя I моя wasn't sure if my телеграмма. telegram had reached you. I'm glad to. Я тоже рад. How are you Как holding ты? up? All this caught me Пока off что я об этом guard, даже but не думала. Все произошло for так now I неожиданно. don't have time to think things through calmly. Look at yourself. Смотри на себя. Что случилось? Сменить тему, спросить, знает ли ваша мать о смерти отца, признаться, что вы были в тюрьме, не говорить, что вы были... Давай сменим тему. Have you written to Ты Mom? маме писала? Yes, but Да, толку, ты же знаешь Надю, What can она you expect? никогда не появляется на семейных you know what мероприятиях. Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late. Поздновато уже. Нам еще папеньки на завещание дома читать. Подожду с дядюшкой входа на кладбище. А вас, пожалуй, оставлю. Похоже, вам есть что обсудить. Давай попрощаемся. Fine. Let's Так и get быть. this over with. Покончим с этим. So, it was Так что, me в who итоге, got it прав right in оказался the я. end. Back then, on the Последний train раз мы с back тобой не home, виделись на вокзале was the 15 лет last назад. time we saw one another. 15 years ago. Читать. After brief После кратких suffering, предсмертных fell мук asleep душа in the его Lord. упокоилась. Brief. Кратких, значит. I hope not. Хотелось бы верить в Did you обратное. write this Сам yourself? написал. A tyrant, Тиран, bigot, ксенофоб, liar, лжец, которому отпустили грехи по mistakenly ошибке, помер died слишком of уж his скоропостижно. suffering all too briefly. That's better. Другое дело, That куда may ближе be к правде. closer to the truth. The day you died, В день своей смерти you ты явился visited мне me во in сне. my dreams. I was a child Я был who ребенком, howled когда me ты out, меня and сослал. I Таким я remember тебя и you as you запомнил. were back then. But in my dream Но you во сне ты were выглядел older. старше. Отчитывал меня, как обычно, не верил, что у меня есть You didn't будущее. believe I'd succeed. You were wrong. Ты был неправ. I've come back Я with вернулся two с 2 salutations. салюторами. Пускай попрощается искренне, почему нет? Ну, типа, окей. Все, пока. I'm sorry that I Жаль, said что я не many успел things I сказать didn't тебе get столько to всего say to your лично. face. All those years, Столько I лет said я it проговаривал over and все это over в to голове. myself in my head. How you were never Ты никогда able не to признавал admit собственных ошибок, никогда не брал на себя ответственность. У тебя всегда был кто-то другой виноват. Someone else was О, always guilty. о, Never как you. понимаю. Слушай, Mother, это мой because папа. she wanted something for Матушка, потому herself что in хотела life. большего от жизни. Лидия, потому что не родила сына. Грыбать, ты чё, слышь? Me, because Я, I was потому born что a родился Falmouth, тауматургом, but I но не didn't want захотел to жить live по твоим following your принципам. principles. And now, А теперь? А теперь я молча ухожу. farewell, father. Прощай, отец. Am I intruding? Простите, что помешал. Have you been eavesdropping Долго вы like уже that for подслушиваете? Всю All жизнь. my life, I came Я to пришел pay my отдать почести respects покойному. to the dead. Stanislav and Мы I со Станиславом were были acquainted. знакомы, и я знал о вашем You отце might практически say I все. know everything Вы about your Виктор father. Шульский, верно? Mr. Victor Shulsky, isn't it? Isn't it? Your absence from Warsaw has Полагаю, happened ваша to разлука с an end. Варшавой подошла к концу. Как это его вообще волнует, слышь? Ну, типа, это не его дело ведь? Да, да ладно, пофиг, пока что можно еще long? держаться I haven't нормально had сейчас time вроде. to think about Я it. пока об этом не думал. I understand. Понимаю. Надеюсь, вы I hope найдете повод you остаться find здесь some подольше. reason to stay here a little longer. Again, Еще раз. my condolences. Хочу выразить вам соболезнования. I Покедова. didn't catch your name. Вы, кажется, не представились. My name's Моя Konechkin. фамилия Конечкин. Ivan Konechkin. Goodbye. Иван. Иван Конечкин. Понятно.
Such interesting. Любопытные у тебя были друзья. О, красиво, катсцена. Похоже, я устал сильнее, чем думал. Окей, давайте прочитаем дневник и сегодня закончим на этом, я полагаю. Так, окей, Александр Воронин, дядя Саша, брат нашей матушки Нади, добродушный, вежливый человек. У него есть сын Петя, мы с ним не очень близки, хоть и ровесники. Мардыхай Хаят познакомился с Мардыхаем на похоронах. Он представился знакомым покойного, задал мне несколько странных вопросов, очень интересовался тем, как именно погиб мой отец. Иван Конечки. На похоронах отца со мной заговорил некий Иван. Он сказал, что был знаком с отцом и что все о нем знал. Окей, молодец. Северное Средместье. Днем по красивым площадям ходят праздные гуляки, полицейские и почтенные граждане. Я здесь вырос и знаю каждый уголок и каждую улицу. Хорош. Там у руке у меня есть одно очко. Очко. Я беру вот это, потому что я могу. И я его еще и поставлю сейчас. Вот, стоп. Excuse me. А ну верни. Верни. Агония. Этот навык насылает дополнительное состояние на случайного врага. Дополнительный навык. Вот он, агония. Давай я сюда поставлю. Окей, все. Да, теперь можно, я думаю... Я думаю, да. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.